Сегодня готовим мягкие воздушные шоколадные синнабоны с вишнево-шоколадной начинкой и роскошной шоколадной глазурью. Нам понадобится 200 мл теплого молока и 9 грамм сухих дрожжей. Добавляем столовую ложку сахара, перемешиваем и ненадолго отставляем. Когда дрожжи начали работать, добавляем 1 яйцо и 1 желток, 30 грамм сахара, щепотка соли, ванильный сахар и 20 мл ароматного алкоголя, ром либо коньяк. При выпекании алкоголь испаряется, поэтому не переживайте, такую выпечку можно давать детям. Добавляем 2 столовые ложки какао и просеиваем через сито муку. Муки нам понадобится ориентировочно 380 либо 400 грамм. Муку добавлять лучше частями, чтобы не забить тесто. Сначала перемешиваем ложкой, затем замешиваем тесто руками, либо тестомесом. Когда тесто уже собралось в комок, добавляем 60 грамм размягченного сливочного масла. Масло добавляем небольшими кусочками. Сначала добавляем один кусочек, вмешиваем, затем добавляем следующий кусочек. Тесто сначала начнет расслаиваться, а затем оно снова соберется в комочек. Тесто получается мягкое, эластичное и не липнет к рукам. Тесто оставляем в смазанной сливочным маслом форме, накрываем пищевой пленкой и оставляем примерно на час-полтора, чтобы подходило. Тем временем подготовим начинку. Вишни свежие либо свежемороженые добавляем сахар и доводим до кипения. Затем добавляем крахмал, разведенный в воде, и варим до загустения, все время помешивая. Вишневая начинка готова, оставляем ее до остывания. Для шоколадной начинки нам понадобится размягченное сливочное масло, сахар и какао. Все перемешиваем до объединения ингредиентов. Все ингредиенты и пропорции будут указаны в описании под видео. Тесто отлично подошло. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт. Я раскатала пласт размером 40 на 56 сантиметров. Сначала равномерно смазываем шоколадной начинкой. Затем выкладываем подготовленную и уже остывшую вишневую начинку. И чтобы наши шокобоны были максимально шоколадными, я добавляю еще рубленый черный шоколад. Теперь тесто с начинкой плотно сворачиваем в рулет. Если вы так же, как и я, любите сладкую выпечку, подписывайтесь на мой канал. У меня много вкусных, интересных рецептов. И не забудьте поставить лайк этому видео, мне будет очень приятно. Когда свернули рулет, края защипываем. Затем разрезаем на одинаковые кусочки. Это можно сделать с помощью ножа, либо, как я, ниткой. Перекладываем заготовки в форму, в которой будем запекать. Форму я предварительно смазала подсолнечным маслом. Оставляем булочки в форме примерно на 30-40 минут, чтобы подходили. Затем ставим в разогретую духовку до 180 градусов ориентировочно на 25-30 минут. Тем временем подготовим помадку. Нам понадобится 200 мл сливок, доводим их до кипения. Затем добавляем шоколад и какао. Перемешиваем до однородности и оставляем немножко остыть. Затем добавляем 175 грамм мягкого сливочного сыра и все взбиваем до загустения. Добиваться стойких пиков не нужно, достаточно, чтобы венчик оставлял след на поверхности. Синнабоны испеклись, сразу же горячие смазываем помадкой. Смазываем щедро, чтобы булочки были еще более вкусные. Оставляем до остывания, а затем завариваем чай либо кофе и наслаждаемся.
За этим рецептом синнабоны получаются невероятно вкусные. Они нежные, влажные и насыщенные шоколадом. Это невероятно мягкие воздушные булочки с насыщенной шоколадно-вишневой начинкой и, конечно же, густой шоколадной глазурью. Да это настоящий вкусовой взрыв! Обязательно приготовьте синнабоны по этому рецепту и поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита!